Польское радио на русском. Может ли Польша потребовать от России репарации за последствия Второй мировой войны? И есть ли исторические параллели того, что Москва делает сейчас, и того, что делала тогда? Мы говорим об этом сегодня с Бартоломеем Гаесом, историком, который специализируется на теме Советского Союза, а также экспертом Центра Мирошевского. Я вас приветствую. Ну и, собственно, сразу вопрос. Так как думаете, стоит ли Варшаве напомнить Москве о Второй мировой войне и напомнить о репарациях? В общем-то, стоит напомнить и Москве о Второй мировой войне, но, к сожалению, нету законных основ для того, чтобы требовать репараций, поскольку нету прецеденса в истории, когда страна, которая выиграла войну, одновременно платила репарации. А так получилось после Второй мировой войны, что Советский Союз был в среде тех стран, которые победили, в том числе и Польша была тоже в этой среде стран, которые победили во Второй мировой войне. И с этой точки зрения нету никаких основ. Но второй вопрос, а что делать с людьми, которые стали жертвами политики Советского Союза во время Второй мировой войны? И тут я бы сказал, что есть некие основы, даже моральные, и даже сегодня, когда мы смотрим на этот путинский режим, буквально 2-3 дня тому назад Верховный суд Российской Федерации признал, что люди, которые были репрессированы за политические взгляды во время Советского Союза, они реабилитованы. То есть и с этой символической точки зрения даже сегодня путинский режим, только символично, но, конечно, мы бы хотели тоже как бы получить какие-то удовлетворения за то, что Советский Союз делал во время Второй мировой войны, но как бы начнем с этого первого шага, а потом, может быть, и что-то удастся, но смотря сегодня, конечно, на путинский режим, я не думаю, что это будет возможно при нем. Я хочу процитировать профессора Беккера, польского такого историка, и он говорит: «Я уже не говорю о разрушениях, изнасилованиях, грабежах, убийствах, совершенных после так называемого освобождения. Красная армия себя вела как оккупант, и мы имеем дело с огромными потерями, понесенными Польшей из-за действий советских властей. Если потери, вызванные немецкой оккупацией, были кое-как подсчитаны, то потери, вызванные деятельностью Красной Армии, подсчитаны не были». Вот как бы вы отреагировали на эту фразу? Я могу только повторить, что сказал сначала. Значит, нету законных основ, чтобы требовать каких-либо репараций, и даже это сложно довести на таком личном уровне. То есть, если кто-то пострадал во время советской оккупации, тут тоже это было бы решить это на законной основе было бы очень сложно. Тут надо бы ожидать со стороны России, хотя это как бы вообще сегодня невероятно, что она почувствовала бы, что стоит удовлетворить то, что Советский Союз, который был предшественником Российской Федерации, сделал этим людям. И с этой точки эмоциональной, такой человеческой точки зрения, я это вполне понимаю, за этим соглашаюсь. Но как бы вот знаете, одно это сказать, явно это требовать на этой моральной основе, моральном уровне, а с другой стороны, найти какие-то законные основы для того, чтобы требовать. Но было, конечно, этот кейс Катинского преступления, который дошел до Европейского трибунала прав человека, но он как бы не закончился так, как мы бы этого ожидали. То есть, я бы сказал так, если Россия не сможет перейти такого культурного переобразования в смысле своего политического режима и не поменяет свои политики памяти, то есть
она более должна быть сосредоточена не на палачах, как сегодня, а на жертвах и на то, чтобы увековечить память жертв, я не ожидаю в ближайшем будущем того, что мы получим либо символическое признание того, что Советский Союз сделал с 1939 или даже раньше, по 1945 год и даже позже, и тем более не ожидаю того, что мы получим какие-либо удовлетворения, либо денежные, либо какие-то другое. Если сейчас посмотреть на информационное поле России, то все ток-шоу это Польша, 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 Польша. Даже Соединенные Штаты сейчас отошли на третий план, на первом, естественно, Украина остается. А вот с чем это связано? Как вы считаете, здесь только ли современная международная политика, или же все-таки это вот эта историческая основа всей этой злости, которая сейчас есть на российском пропагандистском телевидении? Я вижу две-три причины этого. Первая причина, я бы сказал так, что Владимир Путин пришел к выводу, что он не может победить Украину на фронте, то есть он не может военным путем победить Украину, поэтому стратегически поменялась стратегия, и сейчас мы наблюдаем во всей Европе саботажи и другие диверсионные акции России, в том числе среди тех, которые являются одной из главных целей, это Польша, потому что Польша стратегически важна для Украины. Это, конечно, военный хаб для военной помощи Украине. Поэтому мы можем сегодня смотреть все эти видео по российскому телевидению, в котором они все постоянно говорят и хотят испугать прежде всего польское общество перед тем, что оно должно перестать помогать Украине. И это такой морально-военный, нет, это более такой криминальный шантаж со стороны России и российских журналистов, ну, так называемых журналистов. Это первое. Второе, конечно, у российской элиты, у российского общества, я бы сказал, что есть такой так называемый польский комплекс. То есть с времен, там, скажем, 17 века Польша для России, хотя очень много поменялось, и Польша очень много войн проиграла, но все-таки Польша является одним из главных соперников России в районе Восточной Европы. И то, что Вы Польша имеете в виду, доказала... когда поляки подошли к Москве? Да, но да, скажем, это как бы травма для сегодняшних российских элит. Даже после 400 лет прошло с того времени, но все-таки мы это замечаем. Давайте в последнее время, как бы две недели тому назад Путин выступал на Валдае, и он тогда процитировал стих Александра Пушкина «Годовщина, Бородинская годовщина». Но Бородинская годовщина – это, конечно, как бы намек на Наполеонскую войну 1812 года. Но на самом деле, если вы очень внимательно прочитаете этот стих, он про Польшу и про восстание 1830 года. И Пушкин тогда этим стихом хотел сказать французам, что как бы вы не должны вмешиваться в наши славянские споры, вы должны остаться в боке, мы это решим Польшу самостоятельно. И вот, когда он цитирует такой стих сегодня, это доказательство тому, как глубоко в уме российских элит остается Польша как один из главных соперников. Хотя, если мы сравним как бы то, что Польша могла в 17 веке против России, а что может сегодня, ну, как бы я бы сказал, что тогда Польша была сильнее, чем сегодня. Как историк объективно, конечно. И в этом плане эта причина, это исторические корни и то, что Россия делает на этом историческом уровне очень, очень важно. Тем более, что я сказал про шантаж. Тут мне кажется, что российские пропагандисты, историки хотят выстроить такой аргумент,
тоже по отношению к польскому обществу, что если вы не перестанете поддерживать Украину и не будете так, как французы во время польского восстания XIX века, то есть вы останетесь, разрешите нам это решить самостоятельно, тогда мы что-то делаем с Катынью и с мемориалом в Катыни. И мне кажется, что этот шантаж тоже как бы они хотят нас убедить в этом, но я сомневаюсь, что они готовы на такой шаг, поскольку это было бы большой скандал. А нет ли, ваше ощущение, что Россия еще мыслит своими колониальными какими-то парадигмами или имперскими, как это правильно сказать? Но если Украину они откровенно считают околицей, да, России, то в отношении Польши им не дает спокойствия Варшавский договор, да, и вот мы слышали в выступлениях Путина иногда проскакивает вот это вот такая ностальгия за Варшавским договором. Как вы считаете, может быть, в этом сегодняшняя вот эта антипольская риторика тоже? Я эту антипольскую риторику, я смотрю на нее как Польша, если мы так исторически смотрим на Польшу с точки зрения стратегических интересов Кремля, Польша всегда с 17-18 века, с раздела Польши, Польша всегда была ключом для Европы, до Европы, для России. И то, что доказали события 22 года, и в ситуации, в которой мы сейчас находимся, это прямое доказательство того, что если Россия не сможет как-то покорить Польшу, то есть ограничить влияние Польши на европейскую политику, на политику тоже США, на поддержку Украины, поскольку если мы вернемся к 22 году, тогда роль Польши, я бы сказал, она была самая большая для того, чтобы мобилизировать поддержку для Украины в этом очень кризисном и очень сложном моменте для Киева. И с этой точки зрения, мне кажется, что Россия сегодня делает выводы с этой роли Польши. И поэтому Польша находится в сфере диверсионных интересов России сегодня. Поэтому так часто Владимир Путин относительно часто говорит о Польше. Там в этом выступлении на Валдаре там был очень интересный момент, когда он сказал, что у Польши есть, он знает и он видит, что у Польши есть амбиции влиять и играть в среде самых больших стран Европейского Союза, но Польше этого не удастся достигнуть. Но это высказывание, как бы мой подход такой, что это более надежда Владимира Путина, чем описание действительности. Поскольку если мы посмотрим на политику Европейского Союза с 22 года, ну, конечно, мы можем найти я тоже могу найти такие критичные моменты, с которыми я не согласен, но более-менее подход сегодня Европейского Союза и главных стран ЕС, в том числе и Польши, которая тоже одна из главных стран ЕС, она схожа, они похожи на подход Польши к России. Из этой точки зрения, это большая опасность для России. Я сейчас это говорю со стороны Кремля. Поэтому эта антипольская пропаганда, это тоже какая-то реакция на то, и какую роль сегодня Польша играет. И если мы посмотрим уже то, что происходит внутри России, но тоже с исторической точки зрения, это мода на памятники Сталину, которая сегодня просто несется по России, ну, несется с такой скоростью, которая очень удивительна в 21 веке. Меня лично поразила история Волгограда, да, где музей Сталинградской битвы, а рядом ставят памятник Сталину. То есть здесь памятник Сталину, а рядом еще жертвам большого террора, собственно, жертвам того же Сталина. Вот этот парадокс, он у меня не входит в мои координаты. Я не понимаю, что происходит. Я бы сказал так, поскольку
Главная разница между политикой памяти Европы, в том числе и Украины, России, это то, что Россия защищает память палачей, а Европа защищает память жертв. И на этой основе строится вся культура сегодняшней России, в том числе и эта ситуация, которую вы описали. Я более скажу, могу привести пример с 9 или 8 мая, когда члены Совета Безопасности Российской Федерации они опубликовали книгу про Вторую мировую войну. Но если вы внимательно прочитаете эту книгу, вы заметите две вещи. Первое – это упоминание Сталина членами Совета Безопасности в позитивном смысле. Я тут говорю о таких людях, как Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Белоусов, Валентина Матвиенко. То есть вся российская элита сегодня напоминает Сталина и напоминает обществу про Сталина и напоминает в позитивном смысле. Но эта книга, я сказал, что это книга про Вторую мировую войну, но на самом деле это книга про войну против Украины сегодня. Только они используют нарративы Второй мировой войны, чтобы представить сегодняшнюю войну против Украины как войну с фашистами. Конечно, мы это прекрасно знаем, но то, что поменялось, это во-первых, кто это говорит, поскольку до тех пор я бы сказал, что более активными на этом поле были журналисты и российские СМИ, а сегодня это говорят самые важные политики России, а во-вторых, это самые важные политики России говорят о Сталине в позитивном смысле. И это тоже такой качественная перемена, которая прошла. И вот это как бы показывает, каким путем сегодняшние российские власти хотят идти дальше. Да, если раньше посмотреть, это какие-то были маргинальные истории, коммунисты там приходили, возлагали цветы, а сейчас там чуть ли не позолоченных Сталиных где-то ставят. А вот ваши ощущения, хочет ли Путин быть похожим на Сталина, или все-таки это, когда кто-то об этом говорит, это немного обманчивая история? Мне кажется, что он хочет, но не в таком смысле, что этот имидж Сталина – это Сталин-палач, это имидж Сталина, который подходит Путину, это Сталин, который победил в Великой Отечественной войне. И, и это заметно из этой книги членов Совета Безопасности Российской Федерации, и это заметно во всем связанном с политикой памяти сегодняшних российских властей. Но тут есть опасность для Путина, поскольку если мы сравним, где была Красная Армия после 3,5 года войны против Германии, они же почти уже под Берлин подходили, а до сих пор Путину не удалось подойти под Киев, и российская армия затормозила несколько сот километров от Киева. Украина смогла и может дальше защищать себя. И стратегические цели Российской Федерации не достигнуты. Стратегическая цель – это инсталлировать пророссийские власти в Киеве, и этого Путину не удалось. И пока что этого не видно, чтобы ему могло это удастся. И надеюсь, это не удастся. И в этом плане, мне кажется, что хотя Россия сегодня контролирует и оккупирует 20% украинской территории, с стратегической точки зрения Путин не может сказать, что он такой победитель, как Сталин после Второй мировой войны. Мы говорим с вами в момент, когда Трамп озвучил главные санкции по отношению к Роснефти, Лукойлу, да, главным источником бюджета на войну. Ну, если мы вспомним 91 год, сегодня мы с вами говорим все равно в аналогиях с Советским Союзом, тогда была война в Афганистане, бензоколонка и газовые, прибыли падали, и Советский Союз трещал по швам, в том числе и из-за этих цен. У вас есть какая-то сейчас ощущение аналогии вот с этим поздним Советским Союзом? Ну, и хочется сразу спросить, Россия 90... Можем ли мы что-то ожидать, то, что случилось с Советским Союзом в 91 году?
Ну, я, наверное, вас разочарую. Думаю, что нет. Думаю, что разница больше, чем того, что схоже между Советским Союзом 91 года и Россией сегодня. Бензинный кризис сегодня в России не из-за того, что нет бензина в России, только нет возможности транспорта из НПЗ, нафтоперерабатывающих заводов, которые разложены по всей России. И если Украина уничтожит такой одно НПЗ, допустим, в Краснодарском крае, но как бы на весь Краснодарский край надо возить бензин из другой области, а мы все знаем, какая большая страна Россия. Это во-первых. Во-вторых, национальный вопрос в России сегодня, он вообще другой. Если мы это сравним с 91 годом, вы правильно сказали, что это был один из главных факторов разложения Советского Союза тогда. Если мы посмотрим на статистику, если я не ошибаюсь, последняя перепись населения в СССР это 87 год, и она показывала, что 50% жителей Советского Союза это россияне. Значит, вторая половина населения – это другие национальности, в том числе и украинцы, как одна из главных представителей. А сегодня, когда мы посмотрим на то, как выглядит демография в России, это более-менее 80% это русские, извините, русские, это русские. И тут вообще другая математика. Другая математика. И, во-третьих, мне кажется, что Россия вошла в капитализм сегодня. И то, что мы наблюдаем с начала этой войны, это капитализм очень успешного менеджмента. Тут нет никакого приключения, что когда россияне говорят о подготовке к этой войне и то, как сегодня, например, все заводы работают на эту войну, они используют все эти терминологии, которые взяты из Запада, как KPI и так далее, и так далее. Это все как бы взято из учебников по менеджменту. Во-вторых, Россия и россияне сегодня намного богаче, чем жители Советского Союза в 91 году. И они через эти 25 лет смогли заработать намного больше денег и обогачить, так скажем, намного больше, чем жители Советского Союза. И это вообще другая ситуация. Значит, сегодня как бы Россия, если Россию сегодня можно сравнить с Советским Союзом 91 года, это, конечно, обе эти страны, они очень великие, но я бы сказал, что по своему существу, по тому, как сегодня люди живут в России, и как Путин смог, ему удалось переубедить россиян, что он ведет страну правильным путем, а правильный путь для россиян сегодня это то, что они могут зарабатывать деньги, очень хорошие деньги, кстати. Как бы тут тоже революция. Если мы посмотрим исторически на то, как относились к российскому солдату, но я бы сказал, что сегодня они как бы в небе и в рае живут. Столько, сколько денег они сегодня зарабатывают, это как бы нету прецедента в истории России. Это показывает, насколько Россия поменялась, насколько эта культура поменялась в последние 25 лет. И последний краткий вопрос. 10 лет назад мне удалось побывать в государственных архивах России. Тогда я делала историю о черепе Гитлера. Но сегодня Россия закрыла все архивы. Без исключения вообще. Вы как историк, что бы вам было самым интересным и вообще увидеть, услышать, прочитать и какую тайну, собственно, Россия скрывает, самую большую тайну, по вашему мнению, скрывает в этих архивах так, что ей пришлось закрыть от всего мира? Я бы хотел узнать, когда серьезно Путин начал думать о том, чтобы напасть на Украину. Когда это случилось? Это было перед Крымом или после Крыма? Где мы можем найти первые корни этих мышлей? Конечно, мы уже, если посмотрим и прочитаем интервью Путина с 90-х годов, мы можем там увидеть, что как бы ему не очень нравилось, что Крым украинский, что восточная часть Украины – это Украина, и что она должна быть Россией, но как бы это были тогда мысли политика, который только что начинал свою карьеру,
Ну а когда он стал президентом, я бы хотел найти все эти документы, все эти корни, когда он серьезно начал думать про это, чтобы напасть на Украину. Спасибо огромное. Это был Бартоломей Гаес, историк, эксперт Центра Мирошевского. Мы говорили о истории России и о современной России. Подписывайтесь на YouTube-канал Польского радио на русском. Польское радио на русском.